Здравствуйте, друзья, с вами Ригель. И не пугайтесь названия, я не буду засирать Обрудин, потому что по большому счету с ней все так. Игра очень достойная, и все самые частые придирки к ней, вроде спорного графония, необходимости много ходить туда-сюда и неточных формулировок, я считаю совсем незначительными мелочами, не заслуживающими особого внимания. Моя единственная проблема с этой игрой – это что она могла бы быть намного и намного лучше. Я вижу в ней огромный недореализованный потенциал, и понимая, что вряд ли мы увидим дополнение или моды на нее, становится грустно. Разве что есть слабая надежда на какой-нибудь сиквел. Сразу уточню, что это не полноценный обзор и вообще не обзор. Для тех, кому прямо очень хочется посмотреть, я в общих чертах обрисую, что из себя представляет игра. Но вообще видео из этой серии рассчитаны скорее на тех, кто уже как минимум играл, а лучше проходил. Да, и конечно же спойлеры. Я не буду намеренно спойлерить сюжет и все такое прочее, но многие способы раскрытия головоломок будут неизбежно раскрыты. Так что спойлерную угрозу я расцениваю где-то на 3 крысы. Так что если вы когда-нибудь таки планируете поиграть в эту игру, то лучше добавьте видео в посмотреть позже. Итак, Обр-1. Это игра от Лукаса Поупа, создателя Papers, Please, которую я, как вы можете знать, дичайше котирую, например. Причем игра в том же жанре. Я не знаю, есть ли у него официальное название. Не могу назвать такие игры Papers, Please клонами, потому что эта механика, насколько я знаю, появилась задолго до Papers, Please. Но, в общем, в основе геймплея этих игр лежит кросс-референс. Господи, как же по-русски-то сказать? Перекрестное сравнение данных. Завязка следующая. Где-то в море давно обнаружен давно пропавший без вести корабль Обр-1, без груза и экипажа на борту. Наша задача – определить судьбу каждого члена экипажа, а именно соотнести труп с личностью погибшего, установить причину смерти и установить личность убийцы, если он был. Для этого нас вооружают судовой ролью и зарисовками из жизни экипажа, на которых присутствуют все члены команды и пассажиры, а также волшебными часами. Да, игра немного в жанре фэнтези. Часы, если применить их на трупе, могут показать вам сцену перед смертью несчастного, что включает в себя короткий аудиоотрывок, зачастую с диалогами, непосредственно перед моментом смерти, а затем статичную картину сцены гибели, которую можно исследовать изнутри от первого лица. И таким образом, получая и собирая воедино обрывки информации из диалогов и осмотра сцен, мы можем определить, кто есть кто на этом судне, соотнести имена с портретами, а также восстановить цепочку роковых событий, приведших к гибели всего экипажа. Головоломки в игре можно условно разделить на 4 типа. Первые самые простые, когда необходимая информация вроде имени персонажа или его родственных отношений упоминается непосредственно в диалоге. Как, например, с женой капитана. Следующий тип – это когда нужно сопоставить подобную же информацию уже из нескольких диалогов или картин. Следующий тип – это когда нужно определить, кто есть кто, потому кто как одет и кто рядом с кем стоит на иллюстрациях, пользуясь также методом исключения. Из всех 60 членов экипажа, которых надо опознать, это, наверное, самая обширная группа. Но надо отдать игре должное. Информация с картины не только помогает, но иногда наоборот запутывает вас по поводу ролей и взаимоотношений персонажей. И четвертый тип – это когда нужно определить судьбу пропавших без вести. Разумеется, не всегда конкретная головоломка подпадает под конкретный тип. Часто можно пользоваться разнообразными инструментами и зацепками, за что игре большой плюс. Но больше всего нам интересны второй и четвертый типы головоломок. Задачки второго типа по логике должны были быть основной составляющей этой игры, и у меня к ним нет претензий, не считая того, что их слишком мало. Мне на ум приходит буквально пара-тройка, это взорвавшийся парень и парочка других, и это из 60 персонажей.
А вот с пропавшими без вести... Давайте для начала вспомним, что нам надо. А надо нам определить имя мертвеца, причину смерти и имя убийцы, если он есть. Так вот, как упомянул, прости господи, Эш 2, причину смерти можно было бы вообще нахуй выбросить из игры без особого ущерба. Потому что мы практически всегда можем непосредственно наблюдать, что произошло с человеком. И в этом нет никакой загадки. Но тут входят пропавшие без вести. Это люди, чьих трупов на борту попросту нет, но чью судьбу мы все равно должны установить. И вот тут-то игра и могла бы засиять всеми красками и раскрыть свой гигантский детективный потенциал. Приведу вам пример. Вот мы и видим, как трое пропавших без вести членов экипажа собираются в спешке съебывать с корабля на лодке. Мы только что стали свидетелями, как один из них убил человека практически не за хуй собачий. Второй из них просто рандомный чел, а третий какой-то ботан с книжками. Как разворачивалась их судьба? Я сначала написал, что после долгих дней дрейфа в голоде и жажде ботаник был употреблен в пищу нашим бычарой. Второй чел пытался этому воспрепятствовать, за что был отправлен за борт. А изможденного, но живого еще бычару в итоге вынесло к берегам близлежащих Канарских островов. Мрачная, но по-жуткому интересная картина, которую, к слову, игра мне абсолютно дала нарисовать, то есть у меня были все необходимые для этого инструменты. Вот только все это, конечно, оказалось неправильно. Ну, кроме разве что отправления на дно, потому что в следующем воспоминании мы можем видеть вот такую картину их судьбы. Вообще, большая часть всех пропавших без вести тупо отправилась на дно. Что, конечно, наверное, реалистично, вот только не очень, блять, интересно. Исключение составили только один человек, чью судьбу реально пришлось восстанавливать по диалогам, и еще один человек, который вообще не считается пропавшим без вести, хотя его трупа мы тоже не находим. А также 4 выживших. Причем я с приятным удивлением обнаружил, что их недостаточно просто пометить как выживших. Надо также отметить их текущее местоположение. А также с не меньшим удивлением я потом обнаружил, что карты, которыми нас обильно снабжает игра, для этого абсолютно, блять, не нужны. Они вообще ни для чего нахуй не нужны. Вернее, не так, они нужны, чтобы запутать нас и сбить с пути к настоящей подсказке. Что само по себе, конечно, хорошо, но вот только такое ограниченное использование такого, казалось бы, масштабного элемента игры опять отдает упущенными возможностями. Вы, может быть, скажете, что моя история по сравнению с реальной выглядит притянуто и как слишком далеко идущие догадки. Возможно, это так. Но пропавших без вести можно было, например, сделать в виде бонусного контента, не влияющего на концовку. А она тут, кстати, зависит от того, смогли ли вы определить всех до последнего членов экипажа или нет. В награду за разгадку истории пропавших без вести можно было бы, например, показывать сценку того, как все это происходило. Или можно было бы добавить еще один метаисточник, вроде газетных вырезок о том, как проходящий корабль подобрал истощенного человека без памяти в лодке, и поместить ее, например, среди других нерелевантных заметок. Возможности практически безграничные, и на этом фоне десяток пошедших топором на дно меня лично удручает. Но, как я уже говорил, даже в том виде, в котором есть, игра чрезвычайно занимательна, и я многие часы не мог от нее оторваться, пока не осилил полностью. Просто практически всегда есть куда стремиться. Вообще, это одна из тех целостных игр, которые я люблю, где отличный выверенный по механике геймплей подкрепляется добротной атмосферной историей и соответствующей антуражной музыкой. Если вам нравятся старые приключенческие романы и хорошие головоломки, то и Обра 1 вам понравится. Но если вы это смотрите, то скорее всего вы и так в нее играли, так что, чтобы не оставлять вас без рекомендаций, хочу посоветовать вам хорошую книгу. Книгу Роберта Льюиса Стивенсона «Потерпевшие кораблекрушение». Я не знаю, вдохновлялся ли Лукас Поуп этим произведением, но я увидел между ним и игрой определенные параллели. Книжка, кстати, не детская, как «Остров сокровищ», который я тоже очень люблю,
а более серьезная и по сравнению с игрой более приземленная, без фэнтези элементов. В общем, если вам не хватило Обрадина, чтобы набить свои трюма корабельно-детективными историями, то рекомендую. Ну и раз уж мы все равно здесь с вами собрались, то вот вам мини-фекализация на эту игру. Текста в игре совсем немного, но в таком жанре, как головоломки, даже одна кривая строчка может конкретно так сбить с толку. И такие строчки в этой локализации есть. Во-первых, в игре, сами понимаете почему, довольно много морских терминов. Хотя, если вы читали старые приключенческие романы, то на самом деле их здесь совсем немного. Но они есть, и игрок может быть с ними не знаком. На этот случай в игре есть удобный мини-глоссарий. Например, человек может не знать, что такое такелаж, который есть в причинах смерти, и что он в себя включает. Вот только никакого такелажа в глоссарии нет. Зато там есть ванты, которые в игре ни разу не упоминаются. Также в причинах смерти можно по-разному быть застреленным. Можно быть застреленным стрелой, застреленным из пушки или из пистолета. И вот скажите мне, насколько из 10 вот это вот, по-вашему, похоже на пистолет? Ну и еще эта игра примечательна тем, что здесь отсутствие озвучки действительно оказывает влияние на прохождение. Потому что я бы сказал, что довольно многое здесь решается через акценты. Но в принципе некоторые акценты, наверное, можно различить даже не зная языка. А на этом все. С вами был Ригель. До новых встреч. Но на самом деле выход есть, так как на страницах книги есть непонятно кем написанная подсказка, что вот этот труп, который я пропустил, должен находиться в баке.